Здравствуйте всем, рад всех приветствовать. Любители Таро, профессионалы, коллеги, мое уважение всем в равной мере. Рад всех вас видеть. Ну что, сегодня у нас завершающая лекция, завершающий эфир цикла по смыслу жизни по старшим арканам. Вот, тут я вижу уже люди сокрушаются в чатике, да, что цикл так быстро заканчивается. Ученицы сокрушаются. Да, еще чем-нибудь порадую. Обязательно, само собой, как только закончится один цикл, я буду думать, что там еще такого нового, интересного вам предоставить, вам показать. Пока думаю. Есть много вариантов, есть много задумок, обо всех пока говорить не хочу, но это явно будет что-то интересное. Само собой, неинтересным я не занимаюсь, просто потому что, зачем заниматься какими-то скучными вещами. Так, добрый вечер всем, здравствуйте еще раз. Рад всех видеть, ужасно рад всех видеть. Ну что, сегодня у нас что? Сегодня у нас этот самый мир, да? Карта мир. Ее сложно рассматривать без шута. Я вообще их вывожу отдельно, совсем за рамки, за пределы зодиакального круга. Вот. Схожая система есть у Юрия Хана. Вот. Он их как-то по-другому выводит, я уже не помню точно. Но я считаю, что это, в принципе, одна и та же карта. Ряд признаков этому есть. Сегодня поговорим о мире. Как найти себя, если вам выпала эта карта. В вопросах на какое-то, на саморазвитие, допустим, на нахождение своего места в жизни. Все эти расклады, все эти вопросы, которые фигурируют под названиями луч миссии, да, что-то такое вот. Я думаю, что вы в курсе. Матрица судьбы, предназначение, смысл жизни, вот это все можно, в принципе, охарактеризовать, сформулировать двумя словами. Смысл жизни. Потому как люди ищут свое предназначение, и человек ищущий всегда должен задавать себе вопрос, кто я такой, зачем я здесь существую, какой в этом всем смысл. Если вы задаете себе такие вопросы, поздравляю, вы уже на верном пути. Вы уже начали нащупывать начало, по крайней мере, даже если это начало, то уже хорошо. Дорога начинается с первого шага. Дорога в 1000 лье начинается с одного шага. По миру что можно сказать? Да? Давайте, наверное, сразу приступим без длительных вступлений к этой карте. Да? Единственное только, что я всех попрошу проставить лайки и как можно активнее себя вести в чатике, либо в комментариях, если вы смотрите этот эфир в записи. Количество лайков мне, в принципе, безразлично, да, мне, конечно, приятно, да, что вам интересно, и вы это как-то выражаете, но в первую очередь это нужно алгоритмам YouTube, которые видят ваш интерес и распространяют это видео среди подписчиков, которые со мной еще не знакомы. Таким образом, вы помогаете и мне, и YouTube вот ту информацию, которая у меня есть, делиться более эффективно, распространять знания. Вот. Без вашей помощи, конечно, очень сложно это будет, поэтому о лайках прошу не забывать. Хорошо, ну что? Что за карта? Она вызывает иногда вопросы у людей, которые ищут себя в этом мире и спрашивают, ну а как же, что же вот мне делать? Выпал мне луч миссии, вот, допустим, мир. И что мне теперь? Да? Чем мне заниматься? Бегать голой по полю, да? Как тут на карте изображено. Во-первых, я вас удивлю, да, это тоже, и это тоже. Вы будете смеяться, но то, что вы видите на карте, да, некий, условно, абстрактно обнаженный человек, который находится в единении с окружающей его природой. Знаете, есть такое движение, не помню, как это по-русски, да, но по-русски больше принято это называть нудисты, да, люди, которые ходят обнаженными, чаще всего на природе, где-то на пляжах, специальных своих закрытых пляжах, да. Там нет, в принципе, ничего такого сексуально обозначенного, скорее, наоборот, это попытка объединения с природой, почувствовать себя как можно ближе с окружающей тебя реальностью. Для этого люди снимают одежду и там теплые лучи солнца, море, пляж, в общем, все это приятно.
Так что, в принципе, на банальном, на самом плоском физическом уровне вы можете ощутить эту карту. Если вы придете к теплому морю, скинете всю одежду, неважно, там в окружении людей, либо в одиночестве в полном, и всей кожей будете впитывать окружающий вас мир. Вот это самый низкий, самый базовый уровень понимания этой карты. Есть, конечно, множество других ступенек, да, и есть какие-то высшие философские ощущения по этой карте, конечно, обязательно. Но вот если начинать с самого низа, самого базового, то это, конечно, вот это как, ну, натуралисты, да, вот натуралисты. Вот, как-то так. Их называют нудисты, да, но, в принципе, сами они себя называют, по-моему, то ли натуралисты, то ли что-то вот с этим связаны. Вот, самое базовое, да, пожалуйста. Кстати, перевернутой карты, да, есть люди, у которых там не совсем все в порядке в этом плане. Знаете, вот эти вот идиотики, которые бегают по паркам в плащах и его распахивают резко, да. Это вот переход из предыдущей карты, когда мы чувствуем необходимость раскрыться перед миром, да. Вот она может приобретать такие уродливые черты, когда люди вот любят как бы демонстрировать свое голое тело. То есть есть люди, которые находят в этом для себя какое-то единение с природой, а есть ненормальные, которые, ну, вы поняли, да. Не одобряю, короче, не одобряю. Вот, вот тут уже, да, я вижу, уже начали писать, что мир, уход на тот свет не обязательно. Не обязательно уход на тот свет. Оно, конечно, может быть как итоговая финальная карта, да? Это в максимально высоком философском плане эта карта значит уход, как это сказать, высшие сферы, да, когда душа покидает тело, да, вот у нас идет освобождение души по предыдущей карте, освобождение души из бренного тела и единение этой самой души с божественным началом свыше, да, ощущение себя в нахождении в единстве со всем миром, скажем так, слияние с миром, можно так сказать. На самом деле, когда я общался с людьми, был у меня период в жизни, когда я с интересом общался с людьми, которые переживали в какой-то момент своей жизни клиническую смерть. Их откачивали, либо как-то так получалось, что они выживали. Вот. И, в принципе, можно сказать, что большинство из них, рассказывая о своих посмертных переживаниях, они говорили именно о слиянии со всем миром. Ощущение, что ты и есть весь мир. Ощущение полного единения и согласия с внешним миром. Само собой, потом им приходилось обращать внимание на какую-то мелочь там где-то внизу, хотя понятия вверх-вниз не было, да, вот, и как бы жизнь их засасывала, затягивала назад на материальный уровень, и они теряли вот эту связь со всеобщим миром, и вспоминали об этом, ну, надо сказать, что с сожалением, скажем так, с печалью даже с некоторой. Вот. Но, как правило, это люди достаточно спокойные, насколько я мог судить, уравновешенные и абсолютно чистосердечно говорящие о том, что, ну, да, было, ну, умер, потом опять ожил, умрем, ну, все там будем. То есть для них этот вопрос решен, они абсолютно спокойно, умиротворенно ждут, когда вот все это дело кончится в свое время, в свое нужное время. То есть у них нет страха перед смертью. Ну, такое крайне редко бывает. Можно сказать, что это исключение из правил, потому как те же самые карты Таро говорят о том, что смерть — это односторонний процесс, да. Иногда бывают исключения из правил, которые только подтверждают эти самые правила. Во время медитации мы в мире. Это попытка. Это попытка слияния с миром. Судя по всему, полное, окончательное слияние с миром происходит вот как раз в момент смерти. В окончательный момент смерти. Медитация — это попытка приблизиться как можно ближе к этому ощущению. Как можно ближе.
В принципе, медитация у нас основана на чем? Но это да, это очень-очень близко. Две эти карты я выношу за пределы зодиака, хотя они внутри находятся, да, они скорее наслаиваются одна на другую, как витки спирали, да, вот, одна на другую. Поэтому шут и мир это, в принципе, одна карта, которая может относиться и к рыбам, и к овну. Допустим, шут больше имеет отношение к овну, а вот мир больше имеет отношение к рыбам, к их стремлению просто прощупать ситуацию. Рыбы по своему характеру по итогу стремятся оказаться именно в карте мир. Потому как символика рыб — это существо, которое чувствует окружающую обстановку и плывет в потоке, существует в воде, да, в какой-то окружающей его среде. Вот. И по итогу, как бы высшая ипостась рыб — это как раз умение чувствовать весь мир всей своей кожей, всем своим естеством, скажем так. То есть это медитация наружу, понимаете? Это медитация на все существующее в мире. Это когда вы не пытаетесь там созерцать собственный пупок изнутри, да, есть такая техника медитации. Это больше похоже на обратную сторону процесса, на отшельника с колесом фортуны. То есть противоположное, да, там человек уходит в себя, чтобы разобраться в каких-то своих хитросплетениях. А вот мир — это когда мы не в себя заглядываем, медитируя, а медитируем на весь внешний мир. Мы пытаемся его впитать всей своей кожей. Вот натуралисты, да, те, которые нудисты, они делают это на физическом уровне. А люди, которые медитируют на внешний мир, они делают это сознанием. Им не нужно раздеваться, они пытаются сознанием вот сделать все то же самое, впитать в себя все звуки, все, что видно, все, что слышно, все, что ощущаешь, все ощущения впитать в себя и прочувствовать себя частью этого мира, прочувствовать, что ты тоже оказываешь влияние на происходящее событие, и происходящее событие оказывает влияние на тебя, что ты неотъемлемая часть этого мира. И, соответственно, люди, которые достаточно долго и достаточно глубоко по этой карте, по этому ощущению пытались познать мир, они приходят к одному очень интересному явлению. Если мы берем христианскую как бы формулировку, да, а еще глубже не христианскую, а православную, еще более углубленную, так скажем, есть такое понятие, которое называется смирение. Это умение смириться с тем, что происходит, и извлечь из всего происходящего какие-то уроки для себя, чтобы переключиться на более высокий уровень развития, более высокий уровень понимания этого мира. Смирение — это не просто опустить лапки и перестать сопротивляться, как вот одна из двух этих лягушек, которые упали к рынку с сметаной. Да? Одна как бы просто утонула, а вторая поняла, в какой ситуации она находится, да, и начала действовать сообразно с ситуацией. И, соответственно, выбралась на новый, более, скажем так, живой уровень существования. Ушел, значит, надо было. Ну, ушел, значит, надо было. Вернулся, значит, надо. Можете рассказать про состояние, какое нужно, если эта карта выпала? Вот смирение. Да? Смирение, либо еще, скажем так, уже не совсем по-западному говоря, а скорее по-восточному, да? Есть такое понятие, которое, я думаю, вы с ним знакомы. Вот это, в принципе, синонимы, если подумать. Дзен и смирение — это примерно одно и то же. Там, конечно, они различаются в мелочах, в трактовках, формулировочках и вот это вот все то, что существует на уровне оформления идеи. Но сама идея, что дзен, что смирение, это одно и то же. Это та же самая идея, которую нам дает карта мир. Ну, мир, смирение, чувствуете, да, понимаете? Дзен — это когда ты принимаешь все существующее как данность. Обрести дзен — это значит
все понять. Но понять не головой, а как бы смириться с тем, что существует, потому что, ну, все как есть, так есть. Что тут трепыхаться, да? Что тут дергаться? Как есть, так есть. И, понимаете, это не значит сдаться, смириться. Вот одна лягушка сдалась, да, лапки сложила и утонула в этой сметане. А вторая познала дзен, осознала, что в ситуации, в которой для продолжения существования требуется какая-то активность, она познала этот самый дзен. Смирилась с тем, что нужно существовать более активно, и начала существовать более активно. Смирение – это принятие ситуации, понимаете? Поэтому мы принимаем ситуацию такой, какая она есть. Если на нас нападают, мы можем, конечно, смиренно сложить лапки и сказать: да, убивайте нас, да. А можем сказать: нет, я не согласен, я буду сопротивляться. И это будет естественным проявлением вашего характера на какие-то внешние действия, на какие-то внешние раздражители. И кто знает, чему ваша душа должна научиться в этом воплощении, скажем так. Но научиться складывать лапки, либо научиться сопротивляться, да, потому как мы являемся в этот мир, как считается, для множества самых разных вещей. Кто учится одному, кто учится другому, кто третьему, кто пятому, кто десятому. Все мы познаем наш мир с разных позиций, с разных значений. Ну вот, например, я люблю сравнивать карты Таро и какие-то там высокие философские понятия, да, с кинематографом. Вот помните фильм Groundhog Day, День сурка, да? Зачем его засосало в эту временную петлю? Один и тот же день. Что он только не делал, чтобы выбраться, да? Потом он осознал, в конце концов, что для того, чтобы прожить этот мир, надо быть не гадким человеком, которым он был. Надо научиться принимать этот мир таким, какой он есть, и существовать с этим миром на равных, скажем так, отзываясь всем тем, что тебе хочется на самом деле сделать. Это волшебный, абсолютно философский фильм, который вроде бы снят в виде такой кинокомедии, но по сути учит нас задуматься о том, зачем мы вообще живем, как мы познаем этот мир, что наша жизнь это и есть тот самый день сурка, который повторяется снова и снова, просто в разных вариациях. Наша душа в разных воплощениях своих учится чему-то тому, чему и положено учиться. И вот мир — это умение взаимодействовать с миром, а не просто смиряться, складывать лапки. Если тебе, смириться — это именно принять то, что есть. Нужно сражаться — сражаешься, потому что ты воин. Но если ты не воин, тогда, да, ты выбирай свой способ действия. По поводу, опять же, высокой философии есть хороший фильм, но еще лучше прочитать книгу, потому что в книге более широко развернуто это. Вот там в чатике пишут принятие, да, принятие. Именно принятие. Смирение в узком православном плане, да, это отказ от сопротивления. А вот в более широком понимании это принятие ситуации такой, какая она есть. Без возмущения, что как же так, почему, это несправедливо. Как есть, так есть. Все, улыбаемся и машем. Делай свое, и будь что будет. Да? Вот. «Мирный воин». Очень советую этот фильм, но еще больше советую книгу. Не помню, кто там автор. По-моему, книга называется «Путь мирного воина», либо просто «Мирный воин». Отличное кино, отличный сюжет, кастанедовщина такая, скажем, да, но в современной обработке чуть-чуть и более сжато. Более тезисно, скажем так, да, там учитель помогает молодому человеку смириться с тем, что происходит, а молодой человек у нас спортсмен, олимпиец будущий, да, и тут у него происходит травма после мотоаварии, да, и он теряет способность быть таким крутым спортсменом. И вот этот учитель, какой-то механик, да, из какой-то там полузаброшенной
автомастерской, учит его принимать эту ситуацию, учит сражаться с тем, с чем он может сразиться, и принять то, что он должен принять, если он не может с этим сразиться. То есть наставляет вот этого самого мирного воина, а понимание мирный воин это, ну, такое, знаете, как война и мир почти, да, то есть с одной стороны ты мирный, ты смиренный, ты соглашаешься с ситуацией, с другой стороны ты воин, и там, где ты должен действовать, ты действуешь так, как нужно. Вот такие дела. Очень рекомендую для ощущения этой карты прочитать. Лучше прочитать книгу «Путь мирного воина» либо «Мирный воин». Но там, конечно, любители Кастанеды сразу же узнают основной лейтмотив. Но этот лейтмотив, это просто идея, которая может воплощаться по-разному интересному. Вот, так что да, в каком-то плоском плане это можно скакать голиком по полям и наслаждаться наготой собственной, да, единением с миром в своем наиболее естественном, скажем так, ощущении существования. С другой стороны, в радикально противоположном, более философском, да, это единение со всем миром, потому что ты являешься его частью, неотделимой и полноценной, полновластной. Вот. Мы здесь существуем, потому что мы имеем право на существование именно здесь, именно сейчас. Все правильно, все логично. Все следует установленному порядку. Мы здесь, потому что так должно быть. И делаем то, что должно делать. Вы знаете, есть, ну, по крайней мере, я 78-го года рождения, товарищ, да, и моя юность проходила под определенные песни. Кино, ДДТ, да, там Виктор Цой, что-то такое более серьезное, более тяжелое, AC/DC, Металлика, да, Сепультура, что-то такое, ух. И была одна такая очень интересная группа, называлась «Гражданская оборона», Егор Летов. Самая известная песня, это песня, в которой звучит строчка и рефреном, да, в припеве. Все идет по плану. Почему эта песня так любима людьми, которые, может, понимают ее смысл, может быть, не понимают, но точно чувствуют правильность этих слов, потому что человек, вот тот самый Егор Летов, он, если не был каким-то гением, а я подозреваю, что был. Может быть, он не очень осознавал, какие правильные слова он пишет, потому что художник очень часто не понимает, какую великую мысль он передает народу, потому как это еще умение взять эту мысль и передать в каком-то таком виде. Гений очень часто не понимает, что он делает. Но те, кто слышат и чувствуют вот признаки этой гениальности, они принимают то, что делает артист, то, что делает художник, что делает музыкант, поэт, автор песен. И вот когда ты понимаешь, что все есть как есть, оно, конечно, можно долго говорить о том, что тематика песен гражданской обороны Егора Летова, она угрюмая, мрачная, безысходная. Да, так и есть. Как, в принципе, большая часть, подавляющая часть русской культуры, русской литературы, о том, что все плохо, все ужасно, да, как маленький человек борется с государством, с большим миром и с этим вот всем вот, да. Но, тем не менее, это понимание себя в ситуации. Пусть вот такой ужасающий, но понимание, что да, все есть как есть. Как есть, так есть. Вот. Признание, принятие этой ситуации и горькая печаль от того, что тебе досталась вот такая доля, допустим. А кому-то досталась хорошая доля, да? Интересная, яркая, радостная, там, каким-нибудь, ну, какому-нибудь сыну миллиардера, да, у него все хорошо, он купается в роскоши, это тоже мир, это тоже принятие ситуации, только там песни такие, знаете, что все хорошо, все классно, круто, у меня все отлично, жить нужно в кайф, ты отдыхай со мной, да, тоже. Если мы берем музыку, допустим, есть такое направление регги, да, там, где ребята с дредами, с темной кожей, Ямайка чаще всего, под веселенькие ритмы накуриваются травой и ни о чем не думают, они просто ощущают существование.
Вот это тоже карта мир. Своеобразная радость жизни. А что там, зачем париться? Как там была такая еще старенькая песенка, по-моему, этого... как там его? У Пушного есть такая медийная личность, музыкант, актер, телеведущий Пушной. Вот у него была песенка «Надо радоваться, не надо напрягаться», да? Вот. Ну, вот такое. Поэтому в высшем философском плане это наслаждение существованием, либо просто принятие, умение найти истину в мире. Так, что там у нас? Гражданская оборона слушала. Смирение в негативе. Это как? Смирение, несмотря на то, что ситуация не совсем благоприятная? Да, это ну как есть, так есть. Вот послушайте песни гражданской обороны, все идет по плану. И поймете, что такое смирение в негативе. Это, ну что ты сделаешь, да? А что ты ему сделаешь? Ну вот как есть, так есть. Жизнь, извините, говно. Все люди сволочи, да, вот человек так видит мир. Вот. И он абсолютно не рад этому существованию, но смиряется. Смиряется и как-то вот, что нет, то нет. Все зависит только от точки зрения. Прямой мир, он как бы, ты видишь его таким, какой он был задуман, скажем так. Ты прозреваешь и понимаешь какую-то глубокую истину существования. Понимаешь правильность всего, что происходит. Даже если это что-то дикое и ужасное, какие-то войны, катастрофы. Ты понимаешь, что это тоже зачем-то нужно. Как это? Пути Господни неисповедимы. Мы не знаем этого плана, но все идет по плану. Да? Да, ну а что поделаешь? В конце концов, все перестанут мучиться, все попадут в рай, и те, кто мученики, и те, кто не мученики, как бы каждому свое. Эдем де Сайне, да? Вот. Вот как-то так. Мое ощущение, что это в том числе и про натуральную еду, в том числе и духовную пищу. Ведь мы делимся в мире с людьми тем, что у нас есть изнутри, а состоим мы в числе из того, что потребляем. Тоже может быть. Смотрите, по итогу все философские рассуждения приходят к одному. И неважно, это про диеты, либо про как правильно загорать, да, либо о том, как заниматься спортом, как этот мирный воин, да, принятие ситуации и умение двигаться наиболее правильным путем, который соответствует твоим целям, твоим стремлениям. И раз ты существуешь в этом мире и испытываешь какие-то желания, вполне вероятно, что это правильное желание, умение найти отзыв в себе, слиться со своим вот этим внутренним я, да, быть в согласии с самим собой. Поэтому по этой карте очень хорошо людям помогать находить себя, составлять диету, ну, понимаете, не столько натуральную диету, хотя и натуральную тоже, сколько полноценную, полновесную, да, то есть, чтобы там было все, белки, жиры, углеводы и клетчатка, да, то есть, вот 4 базовых величины, да, как вот 4 угла у этой карты и 4 евангелиста и вот этот символ фиксированного креста 4 знаков зодиака и прочее, прочее. Вот, все должно быть вместе, все должно работать в комплексе, комплексно. Комплексное питание, понимаете? Есть у нас диеты по раздельному питанию. Диеты по раздельному питанию у нас в отшельниках, потому что отшельник это одно зерно, да, прозерпина, которое отделяет лишнее, оставляет только нужное. Это там либо раздельное питание, либо дробное питание, что-то такое вот, либо монодиета, да, это отшельник, это когда ты убираешь все лишнее, оставляешь только то, что нужно тебе на данном этапе. Ну и само собой, колесо фортуны это система питания, когда ты высчитываешь все эти калории и прочее, прочее, прочее. А вот противоположность, вот тот самый мир, да, это ты гармонично питаешься. Не высчитывая там все эти, а ты просто уже сам на глаз примерно прикидываешь. Так, ну вот это, да, то есть то, все.
Вот. Вот у меня жена сейчас так питается с утра, там чашечка чая, орехи, сухофрукты, немного хлеба, оливковое масло, то есть так, и белки, жиры, углеводы, все, что нужно, с клетчаткой, в общем, как-то средиземноморская диета, да, рыба, вот это вот все тоже. Какими будут отношения пары по перевернутому миру? Сложно сказать, я сейчас чуть на другом уровне нахожусь, если вспомню, то попытаюсь вернуться к этому. Смириться со всем плохим и хорошим, как есть. Ну, понимаете, смириться — это не только оставить так, как есть. Это делать то, что можешь делать, и не делать того, что делать не можешь. Не беспокоиться по пустякам, а заниматься действительно нужными правильными делами. Вот почему познать дзен — это синоним правильности. Да? Потому что ты принимаешь реальность такой, какая она есть, и делаешь то, что нужно делать, то, что не нужно делать, не делаешь. Все. Ну вот, как у Будды спрашивают, ну вот вы обрели прозрение, да, просветление. Вот. И что вы будете делать? Ну, что вы делали до обретения просветления? Он говорит, воду носил. А вот сейчас вы обрели просветление, дзен, познали, что вы будете делать? Воду носить. Да? То есть человек делает то, для чего он предназначен, потому что он чувствует, он понимает. Вот. И мне еще чем нравится вот мир и шут, да, допустим. Если вы обратили внимание, вот этот веночек, из которого Уроборос, этот, да, змей, Уроборос, который пожирает свой собственный хвост, повторяемость, цикличность всего в мире, постоянное движение, бесконечное течение времени, да, вот этот вот веночек, как это, конец делу венец, да. В следующей карте, если она опять начинается циклично, он на голове у этого шута. Понимаете? То есть это метафора на то, что твой собственный мир находится у тебя в голове. Ты сам в мире, и весь мир у тебя в голове. Вот это очень философская штука, которую объяснить толком не получится. Только если мы не будем вспоминать, что весь мир, который мы осознаем, чувствуем, да, мы чувствуем с помощью 5 чувств, да, осязание, там, зрение, слух, ну вот это вот все, да, физические чувства. Ну и 6-е чувство еще интуитивное ощущение, да, умение сложить все это в одно, скажем так, сделать какие-то выводы, приобрести информацию вне путей физического ощущения, да, то есть вот эти все 6 чувств, они когда складываются, ты осознаешь это тем, что находится у тебя в голове, каким-то сознанием внутри мозга. Это все по нейронам тебе поступает и вспыхивает в голове сознанием, пониманием того, что находится вокруг. Поэтому очень интересный вопрос, это у нас в голове или все это на самом деле снаружи? Если это только у нас в голове, то сейчас все, что мы видим и слышим, то, что я вам говорю, и то, что вы смотрите там на телефоне, либо на экране компьютера, телевизора, и все, что вы ощущаете, кресло под собой, да, диван, либо еще что-нибудь, все это в вашем мозгу, потому что нейроны посылают вам сигналы, и вы их обрабатываете и рисуете внутри для себя картину мира. Вот. И непонятно, это на самом деле у вас в голове или это на самом деле снаружи. И если это на самом деле у вас в голове, то что же снаружи? А если на самом деле снаружи, то как оно поступает к вам в голову, да? То есть вы осознаете только то, что вы осознаете. То есть вы видите, слышите и понимаете, по сути, свои нейронные импульсы, которые суть реакция, просто влияние на... В общем, такой парадокс-нонсенс, да, но это вот то, что заворачивается само в себя, и как вот этот самый змей Уроборос пожирает свой собственный хвост, и вы не можете перестать думать, как же это так, потому что, ну, вот оно есть как есть, по-другому быть не может. Помните, если вы смотрели великолепное кино, великолепное на самом деле, пусть это детская сказка, как видится на первый взгляд, но это очень философская вещь. И литераторы и филологи любят разбирать Гарри Поттера, потому что там настолько глубокие мысли заложены в сюжете, что мама не горюй.
Например, там в последней серии, если брать кино, допустим, да, как иллюстрацию к книге, там был момент, когда Гарри умер, и его сознание попало в какой-то вокзал, такой залитый светом перрон, вокзал, да, это как в Лондоне, что-то такое очень похожее. И вот там его встретил Дамблдор, там была какая-то часть этого, того, кого нельзя называть, да? И Гарри задал такой вопрос: Дамблдор, скажи, это на самом деле все происходит, или это только у меня в голове? И вот Дамблдор ему ответил: конечно, это все у тебя в голове. Но с чего ты не взял, что это может быть правдой? Да, то есть, вот когда вы поймете, как ваше сознание соотносится с тем миром, который находится вокруг, вот тогда вы полностью поймете эту карту. Что, в принципе, невозможно, потому что познание нашего мира, оно бесконечно, по сути. Ну, для вас, как для существующей единицы личности, скажем так. Вот. Мы сейчас говорим не столько вот о любовных отношениях, да, о каких-то традиционных значениях. По традиционным значениям есть у нас лекция по шуту, по миру есть лекция. Гляньте в плейлисте «Старшие арканы», там я более подробно говорю о каких-то значениях. Там, да, это в самом деле финал, это закрытие цикла, это конец финансового года, да, ну вот что-то такое. Новый год. Но если мы рассматриваем сегодня с вами философские какие-то значения, то вот это умение ощутить то, в чем ты барахтаешься, да, всю свою жизнь. Вот такие дела. Опять же, у каждого человека есть свое понимание мира, но ведь может быть глубокое заблуждение понимания мира, и отсюда и проблемы в различных сферах. Так вот именно оттуда и проблемы, что понять, осознать и принять полностью этот мир человек как боевая единица не в большинстве, в подавляющем большинстве случаев не в состоянии. Вот. Если мы говорим о развитии какой-то личности в человеке, до карты мир дотягивают там считанные единицы из миллионов. Вот, потому что уровень развития личности по карте мир это такая крутизна, которая, сравнима с становлением Буддой. Да? Вот когда вы прозреваете, понимаете, как оно на самом деле. Оно может ярко, знаково у вас вспыхнуть и потом погаснуть, да, и вы будете продолжать жизнь, понимая, что вы однажды в какой-то момент все чувствовали, все понимали, как оно на самом деле. Bывает так, что люди в это состояние погружаются время от времени путем медитации, опять же, тоже как один из эффектов медитации, путем принятия каких-то веществ. Вот, что вполне традиционно, хотя сейчас неодобряемо. Да? И опять же, вещества должны быть, надо знать, какие. Для этого нужны иерофанты, которые знают дозировку, да, каких-то правильных веществ, а не вот этих вот, да, гадости всякой. Не одобряю, скажем так. Вот. И понимание всего того, что есть, каким-то естественным путем. Помните, как это? Кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Вот это тоже про мир, скорее перевернутый. Выходит так, что при выпадании мира это звучит как совет, неважно в позитиве или в негативе. Да. То есть это, чувак, прими ситуацию. Смирись и либо действуй, и смирись и не действуй. Там все зависит от того, что надо делать в ситуации. Это ж не значит, что нужно смириться и лапки сложить еще раз, да. Вот. Вторая лягушка, она смирилась с вынужденной борьбой и боролась, да. Прими эту борьбу и действуй. Вот, как-то так. Так, давайте немножко, знаете что, мрачновато, мы вроде о таких вещах говорим, а я тут немножечко, вот так, добавим немножко, чтобы веселее было. Вот такие дела.
про веночек круто. Наблюдать или наблюдаемое. Да, это вот и есть тот самый. Вот веночек на голове и понимание того, что ты есть внутри этого веночка. Что весь мир, в котором ты находишься, он находится у тебя в голове. И вот это вот постоянное выворачивание и сворачивание внутрь, как этот фрактал, да? Фрактальное подобие. Понимание того, что у вас в голове весь этот огромный мир. И почему говорят, да, что жизнь человеческая — это целый мир, целая вселенная. Да, каждый человек по-своему ощущает мир. И вот у нас 7 миллиардов, там, либо 8 уже сколько, миллиардов миров по количеству сознаний в человеке. Они где-то пересекаются, где-то не пересекаются. Но вот это в этом и суть. У вас было подобное понимание? Да. Да, было. Оно выпадает из памяти. Когда ты пытаешься существовать на нормальном материальном уровне, ты теряешь это ощущение. Вот. Но вернуться в него достаточно просто. Я, допустим, это как, знаете, это как привычка. Один раз научился ездить на велосипеде, и в следующий раз сядешь и поедешь опять. То есть, если нужно ощутить, ты просто сосредотачиваешься, определенным образом расслабляешься. Это на самом деле очень, очень простое. Для этого не надо ничего делать, по сути. Все Будды говорят, что прозрение, просветление, да, или как угодно, да, инсайт этот, озарение, это самое простое. Просто прийти к этому очень сложно, к пониманию того, что это проще всего делается. Есть такой писатель известный, современный, российский, он такой одиозный, он загадочный такой весь. Пелевин, слышали наверняка. Вот у него есть интересный старенький рассказ или повесть, или что там. Называется... Ой, загуглите, пожалуйста, как правильно. «Отшельник и шестипал» или «Отшельник и шестипалый». Вот я не помню. Либо шестипал, либо шестипалый. Там про двух цыплят, которые в какой-то момент понимают, что они находятся на птицефабрике, на конвейере, с которого нужно сбежать. В общем, такая аллегория на нашу жизнь. Вот, что нужно вовремя, скипнуть, да? Скипнуть, чтобы не попасть в конвейере в мясорубку, чтобы жизнь тебя не сожрала, а вот ты должен обрести просветление, понять. Ну, в общем, очень интересный рассказ, повесть. Очень советую. И вот там есть один душещипательный момент, когда они где-то прочитали, где-то слышали по каким-то слухам, как-то до них дошла информация, что для процесса побега с птицефабрики нужно задействовать каким-то образом крылья. А так как они два цыпленка, которые вот особо не умели ничего, ну что ты там родился и живешь на птицеферме, ну вы понимаете, да, наверное, как это видели, фотки, видео. Вот. Они пытались эти крылья каким-то образом задействовать. Они магические пассы какие-то делали все время, да, они и так, и это, чтобы к ним пришли какие-то волшебные силы, да, что-то пытались как-то тренировать, накачивать их как-то, в общем, что только не делали с этими крыльями. А потом в какой-то момент они падали с крыши, либо как-то там спрыгнули, и инстинктивно начали этими крыльями махать, и полетели. И вот этот момент просветления, прозрения, что вот, оказывается, это элементарно просто, не нужны какие-то магические пассы, да, какая-то, ну как сказать, ритуалистика для того, чтобы обрести просветление. Не надо читать мантры, не надо сжечь какие-то черные свечи, рисовать какие-то схемы, смотреть на звезды там вооруженным взглядом и прочее, прочее. Нужно просто принять этот мир таким, какой он есть. То есть, по сути, это очень просто. Это самое простое действие, которое мы только можем в мире сделать. Проблема в том, чтобы для того, чтобы к этому прийти, нужно достаточно серьезную работу проделать, чтобы отказаться от всего лишнего. Вот. Как-то free your mind, да, очисти свой разум и
Отшельник и шестипалый. Затворник и шестипалый. Ну, отшельник, затворник, да. Там есть в разных переводах, но он же вроде по-русски писал. Затворник шестипалый. Вот я загуглю. Мне что-то самому стало интересно. По-моему, отшельник и шестипалый. Отшельник и затворник, в принципе, это синонимы. Поэтому я могу путать. Уникальная книга, да, отличная. Отличная книга. Еще этот веночек похож на зеркало, что тоже посмотреть со стороны на себя в мире. Может быть, как-то not bad, да, неплохо. Смотрите, еще этот веночек, да, в мире. У меня в некоторых раскладах, таких бытовых, как бы, да, мне одна клиентка сказала: ой, а мне это напоминает этот самый, или ученица, напоминает иллюминатор в самолете. Абсолютно верно, потому что когда мы совершаем перелет самолетом, да, между континентами, допустим, что особенно круто, мы ловим это ощущение мира, это единение со всем миром, понимание того, что мир огромен, ты часть этого мира. Вот об этом ощущении еще говорят эти самые космонавты. Когда ты видишь планету с орбиты, ты остро, особенно остро ощущаешь себя частью всего человечества в целом, а не частью какой-то там нации, да, вот это вот условности, все эти разделения абсолютно теряющие смысл, когда ты смотришь на все это целиком. А мир — это комплексное ощущение, оно целиком, оно там все 4 знака зодиака основных. По сути, это и есть весь зодиак, но уже без названий, без этих схем, как в колесе фортуны, а непосредственное чувствование мира. То ты пытаешься его понять по зодиаку, то ты пытаешься его изучить через нумерологию, прощупать через алхимию, прочитать через кабалу, прикоснуться через какого рода религию, да, какие-то практики, какие-то мистики, ритуалистику. Либо ты просто его непосредственно воспринимаешь таким, какой он есть. Без всяких условностей, без всяких символов, без значков, без букв, без названий, а просто общаешься с человеком так, как будто бы он там не Иванов Иван Иванович, там Козерог 48-го года рождения, да, а вот он живая личность, человек, который сейчас в данную секунду с тобой говорит, и ты непосредственно с ним общаешься без каких-то там вот этих условностей, просто потому что человек тебе что-то говорит, ты ему что-то отвечаешь сообразно той ситуации, в которой вы находитесь. Вот. Это очень сложно, но очень просто. Вот понять, что это очень просто, очень сложно это понять, что это очень просто. Очень сложно с этим смириться, сказать, что да нет, ну как же, это вот я вот же вот точно знаю. Да, но это абсолютно не мешает. Абсолютно не мешает вас воспринимать мир таким, какой он есть. Не на самом деле, не на самом деле, да, а вот просто таким, каким вы его ощущаете. Ваш мир — это то, все, что вы видите, чувствуете, знаете. Все комплексно, все вместе. Ваша система — это не система мировоззрения, это ваше существование в вашей системе мировоззрения, понимаете? Но это как пытаются увидеть слона с закрытыми глазами, один ухо держит, второй хобот, третий хвост. Да. А по сути слон, вот он, перед нами. Это не вы познаете мир, и не мир как бы с вами взаимодействует. Это вы вместе с миром взаимодействуете, вращаетесь в одном, да? Это вы всего лишь, ну, ваше тело — это всего лишь часть мира. То есть, по сути, где заканчиваетесь вы, а где начинается мир, да? Вот если мы берем пальцем, ну, тут вроде понятно, вот палец — это еще вы. Хорошо, а если ноготь обрезать? Обрезать ноготь и выкинуть его, да, и вот он лежит перед вами. Это кто там, по-моему, Гришковец такую тему двигал, да? А вот ноготь — это вы или не вы, обрезанный? Да, а вот волос, который вы у себя там можете вырвать, да, у меня там, в принципе, на голове нет ничего, да, я поэтому шапочки ношу такие всякие смешные, потому что себе больше нравлюсь.
в шапочках. А вот волос вырвать, да, вот в этот волос вырванный, это вы или не вы? Это часть мира, либо часть вас. Вот когда вы понимаете, что, в принципе, эта граница, она достаточно условная, что вы это не только то, что вы делаете рукой, это результаты вашего действия, да. Те слова, которые вы говорите, это тоже вы, потому что вы их произносите, вы их овеществляете, эти слова в виде там каких-то звуковых волн, наполненных каким-то смысловым значением. Вот все те лекции, которые записаны у меня на этом самом, все те лекции, которые записаны у меня на канале, это тоже я, хотя это какие-то циферки где-то там на каком-то сервере. Так, секундочку, мне тут нужно одного товарища. Вот. И вот, как это сказать? И, ну вот, заходят эти самые тролли на эфир и мешаются. Я как бы согласен, может быть, иногда с тем, что они пишут, эти тролли, но мешают. Хорошо. Вот как-то так. Чтобы понять мир, можно объесться грибами, да так, что придет такое понимание, что не рад будешь этому пониманию. Ну, скажем так, в какой-то момент вы можете и не заметить, как пересечете тонкую грань понимания этого мира, и назад будет вернуться очень сложно. Потому что грибы, конечно, можно есть, но некоторые только один раз. Поэтому, смотрите, увлекаться веществами это такое себе. Я не то чтобы там совсем противник, да, ну нельзя, да вы что. Огромное количество великолепных произведений создано благодаря каким-то веществам. Да? Вот, в правильной дозировке, правильными людьми. Огромное количество зла сделано под влиянием веществ. Сами по себе они не злые, не плохие и не хорошие. Человек всему мера, понимаете? Человек решает, как в конечном итоге распорядиться тем миром, в котором он находится. Поэтому, когда мы осознаем в конце концов, что мы являемся частью этого мира, что мы и есть этот мир, и мир это и есть мы, тогда мы понимаем на самом деле, что такое сознание. Тогда мы на самом деле понимаем, что сознание это просто часть вот этого всего, да? По лекциям заметен ваш рост и развитие, ваша уверенность в подаче и собственной позиции. Да, а почему нет? Я согласен абсолютно с этим. Я гораздо спокойнее и свободнее стал высказывать свои мысли, когда понял, что не надо говорить то, что нужно людям. Надо говорить то, что нужно говорить, и все. И люди там, если им надо это, они будут это слушать. Будут там лайкать, подписываться. Вы намек поняли. Просто в первую очередь это мне надо. Я живу в своем мире, да, где вы являетесь зрителями, и я вам несу какие-то знания, которые, ну, наскреб где-то на просторах интернета, на страницах книг, прожил через себя путем работы с клиентами. 10 лет работы с клиентами так просто как бы не проходит. Поэтому да. Всем этим можно делиться, это тоже часть моего мира, это для меня тоже важно. Я вот сейчас сижу, у меня сейчас такие флешбеки, да, идут. Я такой ловлю, ну как сказать, наркоманы бы это назвали состояние, не состояние измененного сознания, а назвали бы это трипом, да, то есть вот умение поймать вот это ощущение без всяких наркотиков, да, единение со своим внешним миром. И у меня тут вообще очень интересная тематика такая, потому что я-то еще и с собой общаюсь, я вижу там на экране себя, и я как бы с собой говорю, и говорю вам о том, что я и есть этот мир, а мир и есть это то, что я чувствую, ну, вернее, вы. И вот у меня это прям очень все четко ложится на то, что происходит сейчас. То есть сейчас можно сказать, что как есть, так есть. Я абсолютно предельно счастлив в том, что я сейчас делаю. Может быть, возвышенно, несколько философски, пафосно. Ну, а почему нет? Мне, допустим, нравится временами, да, там пафоса нажать.
Инсайты ловите. Это даже не инсайт. Инсайт — это внезапное понимание чего-то. А мир — это, как это проживание в состоянии инсайта. Инсайт — это он упал, вы что-то поняли и носите с этим, бегаете, говорите, смотри, смотри, как круто, как прикольно. А мир — это когда ты включил этот инсайт и в состоянии инсайта постоянно пребываешь, общаешься с этим миром, да, говоришь что-то. Я не считаю это состоянием Будды, но, возможно, это очень близко к этому. Не знаю, как есть, так и есть. Ощущение на одной волне. Что у вас важного произойдет в личном? Вы сами говорили об этом, можно спросить. Попозже, через пару месяцев. Через пару месяцев что-то важное произойдет. Кстати, по этой карте тоже произойдет. Если вы подписаны на канал уже, то через пару месяцев еще там можно подписаться на мой семейный канал. Загуглите «Кофе по-польски» на YouTube. Да? Через пару месяцев там будет много такой не около тарошной тематики. Там у меня семейный канал, там я про работу вообще ничего не упоминаю. Вот, я разделяю работу и личное, просто потому что так удобнее существовать на YouTube. Вот. Что интересное будет личное, это вы потом увидите. Рождение ребенка? Нет, вы чё, хватит. У меня есть 2 ребенка, я их очень люблю, обе дочки. Пока не-не-не, пока хватит. Я еще не понял, что с этими 2 делать. Да. По миру дети вроде рождаются. Нет, по миру вообще все, что угодно может произойти. Дети тоже рождаются. Вот, но это одно из значений. Детей много не бывает. Бывает, я как это, ребенкофоб. У меня есть некоторые свои страхи, какие-то подсознательные, не знаю, наверное. Но мне очень сложно находиться в помещении. Вот, меня не хватает на то, чтобы с ними взаимодействовать предельно правильно. Всегда есть возможность не понять ребенка и ошибиться, и тогда как бы пункт А, прилетает разъяренная мать и рвет тебя на клочки. Поэтому я стараюсь от детей держаться подальше. Никогда не знаешь, чем ты их обидишь. Даже случайно наступишь на ногу, все, уже как бы все пропало. В чате продублируйте, пожалуйста, сайт. Этот самый, что ли, сайт который? Который сайт? На YouTube, что ли, канал? Кофе по-польски. Просто загуглите, и там вы меня узнаете, увидите. Мне кажется, что мир — это когда тебе в кайф, и мир вокруг принимает это кайф. Конечно, в идеале. Вот в идеале, да, так к идеалу и надо стремиться. Надо чувствовать, что ты делаешь свое дело, что все идет по плану в твоей жизни, что ты развиваешься правильно, что ты идешь верным, правильным путем. Не все получается, где-то плохо, где-то хорошо, но на то она и гармония, понимать, что мир несовершенен, не идеален, и ты стремишься только к идеалу. Идеала достичь невозможно, но к нему надо стремиться. Понимаете? Потому что вот это движение к идеалу, движение за какую-то границу чего-то, того, что ты еще не знаешь, движение, стремление вперед, стремление жить, вот это огненное ощущение, это и есть желание двигаться дальше, желание жить, переходить, постоянно расширять границы своего сознания, скажем так, вот тот самый кружочек зеленый, да, вот тот самый венец, вот. Его надо все время расширять и углублять, то есть и то, и то. Боже мой, а я думаю, почему у меня всегда ощущение, что мы с вами, Роман, где-то виделись. Я около года смотрела ваши видео до переезда в Польшу на канале Кофе по-польски. Да, так это вот моя семейка. Там и есть. Там побольше, кстати, зрителей, чем здесь. Там 15 тысяч, тут 10. Ну, скоро будет 11 уже, да. Вот. Я только сейчас узнал, что это ваш канал. Ну, вот видите, у вас тоже сегодня такое открытие. По миру, что еще можно сказать?
Что интересно, ну, если на каких-то бытовых планах, да, чем можно заниматься? Туризм, познание этого мира. Ландшафтный дизайн, обустройство внешнего мира. Дизайн просто помещения, в котором вы живете. Какие-то путешествия. То есть все, что связано с вашим существованием вокруг, с восприятием реальности. Вот. Это может быть кино, когда вы окунаете человека в другой мир. Это может быть творчество, когда вы создаете мир. Вот есть, смотрите, есть мир Гарри Поттера, допустим, да? Это практически почти реальный мир, в котором, ну, в который вы верите. Есть еще такая штука, как книги, да? Вот в книгах тоже воображаемый этот мир, который для вас абсолютно реален, когда вы в него погружаетесь своим сознанием. Звездные войны, да, там целая галактика Звездных войн. Ну вот, со своими планетами, со своими этими. И мы верим в них, как будто бы это мир, который просто вот находится где-то там вот за тонкой перегородочкой от нас, что мы можем как-то где-то их увидеть, как-то вот прикоснуться к этому всему, понимаете? Вот это тоже создание своих миров. Толкин, когда создавал свой мир Хоббита, кстати, про Хоббиту, да, про Хоббита. Так, кино, да, где у нас кино? Я вам сказал рассказал про День сурка. Хоббит, ну, во-первых, сам визуал, да, гляньте. Я подозреваю, что люди, которые писали сценарий к фильму, там визуал подобран очень хорошо, качественно, поэтому это блокбастер. Ну и само собой, что Толкин гений, абсолютный гений, профессор, да, как его называют. Сам образ вот этого товарища, маленького человечка, маленького хоббита, который живет вот кстати, 12 гномов, да, он 13-й, он как вот тот самый герой, путь героя по всем этим 12 знакам. Причем, заметьте, там все они со своим характером. Кто-то мудрый, кто-то там такой. Там есть братья, да, ну, типа близнецы. Есть смелый, там вот, лев, как самый главный, да. В общем, характеры знаков зодиака. И герой, который вот 13-м, либо 14-м, да, 14-м вот он... Почему 14-м? Потому что 13-м был Гэндальф, да. Это вот тут мудрый учитель, проводник по всем этим. В общем, много интересных аналогий. И вот дурак — это когда он, как это сказать, когда он боялся выйти из этой своей норы. Кстати, вот дверь эта круглая, да, тоже как символика выхода в большой мир. Поэтому мне вот очень нравится этот визуал, очень нравится вот этот постер, да. Великолепно просто. Если вы любите Толкина, то это очень-очень круто. Очень крутой визуал к Толкину. И сама идея Хоббита не Властелина колец, а именно Хоббита. Там же как называется? Хоббит или туда и обратно, да? То есть цикличность, да? Мы пришли, мы совершили по пути какие-то подвиги, героические подвиги, да, как 12 подвигов Геракла, только в другом виде, в другой форме. И по итогу вернулись назад изменившимся характером, да, то вот он был такой вот, дома сижу, ничего не хочу, а вернулся он таким закаленным в боях решительным хоббитом, да. Вот. Поэтому по этой карте идут путешествия, идут какие-то поездки, идет узнавание мира, знакомство с этим миром, становление личности, развитие характера, психология, вот все, что связано с пониманием человека и мира. Это очень глубокая карта, она во многих-многих аспектах действует, понимаете? Поэтому, начиная от самого плоского, нудизма, да, вот этого, натурализма, и заканчивая философским познанием мира, смирением, дзеном. Ландшафтный дизайн тоже. Кстати, вот по поводу дзена, да, что помогало
постичь дзен. Гармонично устроенное окружение. Есть специально вот эти сады камней, да, где нужно аккуратненько, правильно все сделать, чтобы оно было естественным, не искусственным. Потому что искусственность у нас идет по системе какой-то, да, по колесу фортуны. Там должно быть четко разделено, четкие линии проведены, четкое понятие. А вот истинный мир, истинное смирение, истинный дзен, он должен гармонировать с естественностью природы. Поэтому вот туристические всякие направления, погружение человека в путешествие, погружение человека в мир, в отдых, во что-то такое, что объединяет его с природой. Вот. Вот это тоже очень важно, очень хорошо для понимания себя в этом мире. Об этом я говорю, когда говорю, что у нас какие-то будут изменения интересные на канале, будут очень интересные изменения. Это пока я сижу, вот у вас все время в кадре, в неизменяющемся кадре, да, где горит камин, ну, такой цифровой виртуальный камин, да, где я все время одинаковый, где задник все время одинаковый, ну, вот, в пещере отшельника. А потом у нас с вами будет мир через пару месяцев. Это я. Есть такие планы интересные. Вот такие дела. Так что Федор Конюхов, помните такого, да? У него прям, он путешествие сделал смыслом своей жизни. Он когда приезжает из путешествия, как он сам говорит, мне становится скучно, грустно, потому что я теряю смысл существования. Вот это постоянное движение, постоянная жизнь, постоянное стремление увидеть мир каким-то новым, другим способом, кругосветка, да. Расширение своего кругозора тоже есть такое. Как же на самом деле открыть себе мир с глубоким убеждением того, что ты понял этот мир, что ты в нем, а мир в тебе. А не надо убеждать себя. Когда вы убеждаете в чем-то себя, это как насилие над собой. Нужно просто принимать мир таким, какой он есть. Вот это на самом деле очень простое явление. Это как цыпленку взмахнуть крыльями. Они для того и нужны. Человек существует в этом мире, и процесс существования и есть карта мир, понимаете? Вы просто существуете. Не то чтобы бессмысленно, а именно с пониманием того, что у вас есть сознание, которое существует в этом всем. И вы пользуетесь этим сознанием, чтобы осознавать свое существование. Это и есть мир. То есть это вот тот самый уроборос, который кусает себя за хвост, постоянно себя съедает, но это то, как и есть. Вот когда вы поймете, что все это предельно просто, что когда вы едете в троллейбусе, держитесь за ручку, за поручень, да, вот у меня первый момент вот этого озарения, он был в абсолютно бытовой ситуации в троллейбусе, еще в Бресте сколько-то лет назад, много лет назад. Когда я просто ехал, я просто понял, что я еду в троллейбусе, что я существую в этом мире, и все происходит со мной, потому что я тут существую. Ну, чем больше я говорю слов, тем дальше я ухожу от этого ощущения, понимаете? Оно просто вот в единении мира. Экхарт Толле, которого вам советует Лев, да, отличный совет. Почитайте Экхарта Толле. Может быть, вам с этой стороны зайдет. Там про момент существования, что такое момент сейчас, по-моему, да, у него формулировка такая. Это тот же самый буддизм и тот же самый дзен, только в каком-то западном, в какой-то западной формулировке. Вот, загуглите Экхарт Толле, вот там Лина вам советует. Очень правильно советует. Я в свое время его читал. Вы «Ведьмак» читали? Читал, конечно, люблю «Ведьмака». Да, там тоже все достаточно интересно. С вопросом выбора, с вопросом предназначения. Это вот все. Сапковский, он, ну, своего рода философ. Своего рода философ такой, узконаправленный, но тем не менее. Стелла пишет: сложно отложь, просто отрост.
Нет. Нет. Это, извините, задорновщина. Вот. Есть такая штука, да, когда люди схожие, очень схожие корни, да, либо не корни даже, находят в словах то, что они хотят находить. Это иллюзия. Это иллюзия. Вот. Это я вам как филолог по первому высшему говорю, потому как, ну, там... Социум — это только часть мира, меня не должны все любить и понимать, но я не должна причинять вред. Вы должны причинять то, что вы должны причинять. Потому что есть люди, которые нужны для того, чтобы причинять вред. Почему? Ну, неизвестно, потому что там, ну, вот, все идет по плану, грубо говоря, да? Потому что нужно. Зачем нужен Гитлер? Зачем нужен был Гитлер? Ну, за тем, что он нужен был зачем-то. Зачем должны дети умирать, допустим? Зачем-то нужно. Нам очень сложно это понять, очень сложно с этим смириться. Это вот, да, вот беды, горести — это то, что мешает тебе понять этот мир. Но когда ты начинаешь понимать, что мир несовершенен, тогда становится легче. Тогда, но если ты чувствуешь, что вот определенное знание того, что в мире происходит, заставляет тебя действовать, да, искать какую-то справедливость, условную, потому что в мире людей справедливости нет. Тогда ты тоже понимаешь, для тебя все становится просто ясно. Ты знаешь, что если ты увидел какую-то несправедливость, ты должен помочь восторжествовать какому-то балансу, да, сделать что-то другое в ответ, что-то хорошее, да. По-разному. У каждого свой идеал, это вот вы верно сказали. Лев верно сказал, у каждого свой идеал. Понимание идеала в божественном плане, это, ну, это более глубокая вещь. Можно немного про темную перевернутую сторону мира. Но это когда он душит вас, давит. Вот я уже советовал, послушайте, все идет по плану этого гражданской обороны Егора Летова. Вот, это тоже про то, что много несправедливости в мире, про то, что дети умирают, про то, что мы не подходим друг к другу порой, да, и у нас все закончено в отношениях с каким-то человеком, что когда мы стоим перед зеркалом и смотрим на себя в обнаженном виде, нам не все нравится, но мы понимаем, что вот мы такие, какие мы есть, естественные, и либо мы принимаем себя, либо нет. Перевернутый мир — это когда человек имеет там третью стадию ожирения, проблемы со здоровьем, проблемы с суставами, с кровеносной системой, сердечно-сосудистыми проблемами, да. Говорит тебе, нужно любить себя таким, какой ты есть, да, то есть, ну... Из-за собственной лени, из-за нежелания правильно питаться, из-за нежелания заниматься какой-то физической активностью, вот, человек пытается смириться с этим. Я не буду садиться на диету, потому что это как это боди-шейминг, да, это я вот толстый, либо толстая, да, ну давайте я про себя буду говорить, чтобы никого не обидеть, вот допустим я толстый. Да? Я не хочу садиться на диету, потому что я должен любить себя таким, какой я есть. Я должен смириться с тем, что я там жиробас, да, и все. И продолжать дальше кушать эти пончики, булочки, хлебобулочные и прочее, прочее. И при всем этом говорить, а почему вы меня не хотите любить вот таким, какой я есть, таким толстым, да, либо таким бородатым, либо таким лысым, либо таким очкастым. Что угодно. Вы должны смириться с тем, что я такой есть. Вот это перевернутый мир. Когда ты думаешь, что как бы все обязаны понять, что ты червонец, и что тебя должны все любить, да? Это самообман. Когда ты рисуешь себе иллюзии, иллюзорный мир, в котором ты Д'Артаньян в белом пальто, а вокруг все, ну вы поняли кто, да? Враги и такие дураки, как тот же самый Егор Летов пел. А все кругом враги и такие дураки. Фильм «Хижина» об этом. «Хижина» — это Cabin in the Wood, да, этот самый ужастик этот, да.
Хижина, может быть. Роман, я могу только догадываться, сколько у вас мыслей в голове, как стрела одна мысль сменяет другую. А это называется поток мыслей, это как-то, что вижу, о том пою. То есть у меня спрашивают, я и отвечаю. Человек способен принять такую теорию жизни, до которой он дорос. Но вот он может принять такую теорию жизни, до которой он дорос, а потом продолжать расти дальше и принимать следующую теорию жизни, да, и делать это постоянно, развиваться постоянно. Вот. Блин, как офигенно, что есть те, кто мыслит, хотела этот коммент стереть и передумала, он же живой. Ну да, да. Второй, столько философии жизни не хватит, чтобы пропустить все через себя и понять. Но стремиться нужно, оно того стоит. Тоже может быть. В натальной карте как определить карту жизни? У астрологов надо спросить, может они... Вот спросите у Юрия Хана. Он таролог, ну типа таролог, который видит карты Таро через астрологию. Он делает это очень круто, очень хорошо. Я без всякого там сарказма, да, это говорю. Но он скорее астролог, который работает картами Таро. Вот он, может, вам подскажет. Сходите к нему на канал. Более того, подпишитесь. Поставьте ему там лайков. От того, что там очень хорошая инфа, которая, ну, тоже требует распространения. Вот. Как определить карту жизни, сложить дату рождения? Есть много разных способов. Есть там и нумерология, есть вот эти, как их, ребята, как ее... Я постоянно забываю имена, фамилии. У меня есть такая особенность памяти. У меня не задерживаются в голове имена и фамилии, от того, что много людей через меня проходит, и я постоянно забываю их. Врата Изиды. Врата Изиды есть такая школа. Я не согласен с их точкой зрения, но как бы что есть, то есть. Это не реклама, сходите, гляньте, может вам понравится. Врата Изиды из Сет Котельникова. Вот, точно, точно. Вот у них там есть вот эта школа, учение 12 лучей, луч миссии, да, по-моему, называется. 12 лучей миссии, темные лучи, полулучи какие-то, или как подлучи. В общем, там уже такое все какое-то сложное. Вот там есть какие-то системы. Есть матрица судьбы тоже кто-то придумал. Как-то там высчитываются по дате рождения, либо как. Не знаю, меня эти вопросы не очень интересуют, да. Я пытаюсь каждую карту как-то развивать. Мне просто интересно по каждой карте узнавать что-то новое, находить себе что-то по каждой карте. А смысл жизни, ну вот, для меня мир это и есть смысл жизни, когда ты просто существуешь и делаешь то, что ты чувствуешь правильным, нужным. Берешь и делаешь. Да, как это? Just do it. Почему это хороший такой слоган, да, у Nike, по-моему, Nike, вот эти вот там just do it, да, в английском, просто сделай это. Как это? Берешь и делаешь. Тоже такой есть мем в интернетах у молодежи ходит. Берешь и делаешь. Вот просто берешь и делаешь, берешь и существуешь. Хорошо знаешь карты Таро, берешь и рассказываешь. Нравится тебе рассказывать людям, выходить в эфиры, там, рожи корчить в камеру и говорить типа умные вещи. Я прекрасно понимаю, что многие тарологи круче меня знают что-то, да, астрологи вообще, есть какие-то философы, очень сильно многоуважаемые и мной в том числе, да, там какие-нибудь Авесолом Подводный, как-то мир праху его, потому как умер недавно. Вот у него я учился астрологии. Ну, не у него, по его книгам, давайте там. Так, вот я читал то, что смог понять, то смог понять. Но еще больше еще круче я понял, что оказывается там все, что он говорит, это, ну, там уровень человека ого-го, там человечище, да. Вот, поэтому те, кто учился у Авесолома Подводного и проявляют какую-то гибкость ума и подвижность мысли, и умение все это хорошо оформить, привлекают мое внимание. Не всем они нравятся из-за политики, допустим. Вот Авесолом Подводный, он старался уходить от политики, и вот те философы, которые сейчас в России, да, насаждаю такую темную несколько философию. Их хватает, их в любые времена хватает темных, светлых, да.
Вот подводный он был светлым. С большего. Вот его ученики заслуживают внимания. Я не могу считать... О, Эстелла, спасибо большое за 100 рублей. Спасибо за донатик. За поддержку канала. Спасибо. Вот ученики подводного, я не могу считать себя учеником подводного, потому как я не общался с ним, я не задавал ему вопросов, я только читал, воспринимал ту информацию, которая есть в открытых источниках. Но я очень много брал от подводного, поэтому я не буду говорить, кто сейчас очень заметная личность в политической, скорее, сфере, поэтому не хотел бы озвучивать, а то сейчас тут начнут в чатике писать фу, да, вот, но есть личности, которые очень внятно выражают свои идеи, философские идеи, и вот я как узнал, что ученик подводного, то сразу все сложилось, ну, думаю, елки-палки, знакомая риторика. Если я Овен по гороскопу, то значит карта судьбы император. Не знаю. Ну, без сарказма, не знаю. Овен это не император, кстати. Если вы имеете в виду императора как соответствие по знакам зодиака, я работаю чуть-чуть в другой системе. Овен это маг и высшая жрица, скорее, да? Глубокая внутренняя энергия, производительная такая энергия, желание жить и желание делать то, что ты хочешь делать, осознавание своих собственных желаний, да, осмысление и осуществление своих желаний. Вот это Овен. А то, что считается, что император это Овен, нет. Просто на карте император рисуют головы овнов. Зайдите ко мне в телеграм-канал, там ссылочка есть в описании. Промотайте последнее сообщение 10, да, в общем чатике. И вот там есть абсолютно замечательный комментарий, которым со мной поделилась одна из зрительниц канала. Там вот по символике Овна у народов, да, это символика власти, и богатства и как бы, умение управлять сознательно реальностью. Как вы к древу жизни относитесь? С большим уважением к древу жизни отношусь. Вы имеете в виду кино или концепцию? Эта концепция есть во всех религиях практически. Древо жизни это то, как человек осознает существование. Вот ствол это то, что мы видим сейчас. Это теперешний день, теперешний момент. Момент сейчас, как писал Экхарт Толле, да, как он говорит. Есть прошлое, это корни, которые скрыты, которых не видно, но они есть. И они как бы сливаются в одно вот в этот самый момент. Самые разные люди, самые разные причины, самые разные факторы являются... оправдывают существование текущего момента, да, мы как бы к этому логично из разных источников приходим, все люди как бы сливаются в теперешнем моменте, а будущее это как ветви дерева, ты можешь выбрать разный путь, ты можешь выбрать себе путь по каждой ветке, и на каждой ветке есть разветвление на 2, да, потом еще на 2, потом еще на 2, и ты каждую секунду своей жизни делаешь какой-то выбор, ты как бы следуешь какому-то пути, который сам себе рисуешь. Вот. Это так люди видят прошлое, настоящее и будущее. Это концепция Игдрасиля, мирового древа, да, который у скандинавов, допустим, объединял все 9 миров. Существование в целом. Вот. И то, что Один себя приколол своим же собственным копьем к мировому древу, это когда он приносит сам себя в жертву, Бог приносит сам себя в жертву существованию. То есть он прикалывает себя к материальному миру, скажем так, к реальности. Он отдает себя на растерзание вот этому существованию. Тоже очень глубокая там тема, это такая же философия, что мама не горит.
Вот. Карта мир может обозначать смерть? В каком-то плане да, в каком-то смысле да. Это скорее момент, который происходит после смерти. Это не сам процесс смерти. Вот, это скорее момент единения души с окружающим тебя миром. Это может быть и в жизни. Если вы находитесь в гармонии с миром, вот с этим существованием. Анастасия, спасибо за 250 рублей. Спасибо большое. Спасибо за поддержку канала. Это очень, очень помогает в наши времена. Вот. Добрый вечер. Эфир сохранится? Да, эфир сохранится. Да. Вы круто подбираете информацию. 2 дня смотрю ваши лекции о старших арканах и кайфую. Так интересно и доступно. Вы открыли новый мир. Ой, спасибо, очень приятные ваши слова. Мне так приятно, когда меня хвалят. Впервые попал на ваш эфир. Надеюсь, не последний. Я тоже надеюсь, что не последний. Я надеюсь, что все будет хорошо. Это я вас благодарю, Роман. Каждый эфир такая ценность. Для меня вы лучшие. Ой, спасибо. Может и есть где-то кто-то, но ваша подача очень мне импонирует. Прям есть ощущение, что вы близко к миру, и это откликается. Ну, близко к миру, ну так да, я в нем и нахожусь. Не в этом плане, что я нахожусь в карте мира. Я живу и как-то, следовательно, мысли, следовательно, существую. Жизнь есть. Как это? Жизнь — это миг между прошлым и будущим. Нет, есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Да, вот что есть, то есть. Вот сейчас чай захотел, взял чая, выпил, да. Как вам моя чашка? Вот очень нравится всем чашка. Она такая симпатичная, с средневековыми мотивами. Ага. Да. Так, как приятно находиться в хорошей, приятной компании. Спасибо. Спасибо. Вам всем спасибо, что вы составляете эту компанию. Тут хорошие, интересные вопросы пишут. На них приятно, интересно отвечать. Ну, вот такие дела. Море инфы. Загуглите. Да. Вот такие дела. Поэтому, ну, что вам сказать. Отличная карта. Это карта гармонии в жизни. Там еще, знаете, что интересно? Вот по поводу систем. Сначала человек пытается для себя понять, да, как устроен этот мир, ищет разные источники, понимает с разных точек зрения, из разных углов, как бы заходит на эту ситуацию. Тут тетраморф, 4 знака зодиака, 4 этих евангелиста, да, 4 апостола пишут свою Библию, каждый свою пишут, каждый со своей точки зрения рассказывает о том, что и как он видел. Сама система, само колесо фортуны, тут и герметизм, да. Где я тут нашел герметизм? Ну как, древнеегипетские боги, да, сфинкс тот же самый, знание, тайна. Наверху тот, кто с мечом, а меч что такое? Это не просто сила, знание — это сила. Вот, меч — это разум, информация, воздух. Поэтому тот, кто понимает загадки сфинкса, разгадывает загадки, тот наверху. Вот. Тот, кто предается каким-то жизненным порокам животным, да, тот уходит вниз. Буквы есть Таро. Собственно, ну, вы видите Т-А-Р-О, да. Есть каббалистическая символика. Есть алхимическая символика, астрологическая символика, евангельская символика, да? То есть это мир, каким мы его видим, объясняя себе в каких-то системах, в каких-то понятиях, в каких-то формулировках. Это у каждого своя философия, да? Каждый по-своему объясняет себе мир, как он устроен, механизм
действия мира. Вот это колесо фортуны. Случайности либо не случайности. Почему происходят эти случайности? Закономерности, скажем так. Шестой дом — это дева, это то, что понятно, то, что ты можешь понять, если подумаешь, как отшельник, уберешь все лишнее, покрутишь в руках, разберешь на запчасти отдельно и поймешь, как оно работает, как устроен этот мир изнутри, как бы механизм мира, да. А противоположность этому же самому процессу, который тоже нужно учитывать, это вот тот самый мир, который ты не пытаешься понять, а просто принимаешь его таким, какой он есть. Какая разница, как человека зовут, какую религию он вероисповедует, да, он там алхимист, или герметист, или таролог, или священнослужитель, вот, последователь Авесты, последователь, да кого угодно, чего угодно. Самое главное, чтобы человек был хороший и стремился к развитию, к ощущению мира, к ощущению единения со всем происходящим, гармоничности и правильности развития, потому что оно идет туда, куда нужно. Карта мир может означать завершение ситуации. Да, мир есть завершение ситуации. Мир есть понимание того, что как есть, так и есть, что ситуация движется, ты ее понимаешь, ты, ну, в каком-то плоском смысле, да, в каком-то событийном, да, это принятие ситуации, окончательное решение, что все, ты смирился, ты больше ничего делать не будешь, конец ситуации, конец влияния ситуации на тебя. Начало новой ситуации у нас идет уже скорее по шуту. Просто конец и начало — это одно и то же. Вот тот самый уроборос, который пожирает свой хвост, это невозможность понять, в какой момент мы заканчиваем, в какой момент это перетекает в начало следующего, да. Когда параллельно, вернее, с плоской точки зрения, с нашей материальной, временной, да, нам кажется, что что-то имеет конечность и где-то там начинается дальше. А по сути, это продолжение того же, что было раньше. Ну вот вам там пишут, что начало новой ситуации скорее по шуту будет проигрываться. Это желание начинать новую ситуацию, да, это шут — это стремление к чему-то новому. И вот первый шаг, который вы даже еще не сделали, а только намереваетесь, потому что не знаете, как его сделать. А вот сила намерения идет уже в магии, когда человек осознает, чего он хочет, и начинает двигаться к этому. Карта мир — это расстояние. Карта мир — это весь маршрут. Это весь маршрут. Смотрите, «Хоббит. Туда и обратно» называется книга, да? Он прошел длинный путь. Куда он пришел? Он пришел туда же, откуда начал. Поэтому это как бы пойти и вернуться. Это не просто съездить и вернуться назад, а понять, что ты пришел туда, куда нужно, что твой путь закончен вот здесь, и ты начинаешь следующую секунду с этого понимания, что да, вот теперь все правильно. Начало новой ситуации может быть тоже. Тоже может быть, да. Потому что конец каждой ситуации является началом следующей ситуации. Понимаете? Это логично проистекает из этого. Каждая следующая секунда заканчивается началом следующей секунды. Понимаете? Все это постоянно. Наше существование по миру — это бесконечно исчезающая малая точка времени, которая бесконечно продолжительна. Понимаете? Вот когда вы это прощупаете, вот тогда вам будет проще понять карту мира. Потому что вот та секунда, которую вы чувствуете сейчас, она является всей вашей жизнью. Она бесконечно длинная и бесконечно короткая в ту же самую секунду. По шуту все дороги этого мира открыты. Ну да, и даже негативные, и даже нехорошие. Карту мир можно использовать во время операции. Смысл как благоприятное окончание болезни или лучше вообще не стоит. Но это если вы используете ритуалистику, да, если вы используете карты мир как способ что-то делать. Я бы вам советовал использовать руны. Руны как-то более традиционны в этом плане.
и вроде как более результативны. Хотя, конечно, все в конечном итоге зависит от самого человека. Можно и карты использовать, ну, вот, но вроде как руны действеннее. Есть какие-то отдельные карты, которые для вас лучше наполнены. Так, секундочку. А есть ли какие-то отдельные карты, которые для вас лучше исполнены, выполнены в других колодах? Например, у меня есть отдельная карта отдельных колод, которые нравятся больше классических. Ну, бывает, да. Чисто визуал. Мне нравится символика Уэйта. Я, можно сказать, фанат, поклонник Уэйта, такой традиционалист по Уэйту. Мне больше нравится просто визуал другой, допустим. По визуалу, конечно, к Уэйту сложно иметь какие-то претензии, потому что, ну, визуал и визуал. Он достаточно схематичный, как художник. Памела Колман Смит, ну, так, иллюстратор, скажем так. Как иллюстрации, может быть, окей. В художественном плане, ну, я сомневаюсь, что колода Уэйта имеет какую-то ценность художественную. Скорее, культурологическую, да. Смысловую нагрузку она несет глобальную. А изобразительно, ну, такое себе. Ну, гляньте вот на этого льва. Да, допустим. Ну, что это такое? Что за недоразумение, извините. И это как бы улучшенная уже версия колоды, да? Вот. Такое, знаете, бывает временами ощущение не очень от этой колоды. А вот у меня есть колода Golden Art Nouveau. Вот она мне больше нравится. Там, в принципе, та же символика, да? Вот, допустим, вот сравните солнце и солнце по Golden Art Nouveau. Я не знаю, там фокус он сейчас поймает? Нет, не поймает камера. Вот. Ага, ну вот, видите, да? Гораздо симпатичнее нарисовано. Ну, как мне кажется. Ну и опять же, золотое тиснение, дорого-богато. Какие-то богатства люблю и уважаю, да. Но по сути это итальянская традиция. Золото тут скорее потому, что это отсылка к Висконти Сфорца. Там золотые тисненные карты, дорогие были, да. Самая первая колода найденная. Традиция такая скорее. Это не столько цыганщина, сколько итальянская дорогая ручная работа. Ну, как бы. Тут, конечно, у нас штамповка, но тем не менее. Всему свое время. Это действительно так, когда приходит понимание того, пусть не в полной мере, но тем не менее всему свое время. Да, всему свое время. Вот вы понимаете, что всему свое время как раз в момент, когда вот и происходит понимание вот своевременности всего происходящего, все свое время, все на своем месте и прочее, прочее. Какие видео будут после того завершения, после завершения основных арканов, уже последнее видео старшего аркана, какого формата видео будет дальше? Ну, что-то придумаем, Смотрите, у нас с вами эфиры вторник, четверг, воскресенье. Возможно, я перенесу с воскресенья на субботу. Я не уверен, но возможно. У нас продолжатся, конечно, откровенные эфиры воскресные, или, может быть, они будут субботними. Но, возможно, я их перенесу на вторник. Вероятно. Что там будет после окончания философского цикла? Что-то придумаем. Я пока свободен для предложений, поэтому в комментариях, если что, пишите. Да, нужно, наверное, после окончания эфира, чтобы сохранились эти все комментарии, лучше после окончания эфира. Вот. В телеграмчике, да, кстати, есть телеграм, ссылочка в описании есть, поэтому заходите, подписывайтесь, там я на связи всегда, так что
Вот. Как-то так. Какие-то видео будут. Я, конечно, буду продолжать. Почему? Потому что мне нравится, во-первых. Я получаю удовольствие от эфиров. Это раз. А во-вторых, ну, 10, почти 11 тысяч подписчиков. Ну, ответственность какая-то. По фильмам, спрашивают. По фильмам не уверен. Не заходят фильмы. Многим интересно, но широкая общественность начинает скучать, когда я фильмы разбираю. Мне нравится, но тут нужно, чтобы совпадало то, что мне нравится, с тем, что от меня просят получить. Поэтому как-то какие-то общие вопросы будут на откровенных эфирах разбираться, конечно. Ну и что-то придумаем, что-то придумаем. Какую-нибудь тематику. Может быть, действительно руны начнем, потому как руны это глубокая интересная тематика, надо будет пробовать. Надо будет пробовать. На философские эфиры приходят на самом деле не так много людей. Вот сколько? Ну вот 89, 88 сегодня максимум был, да? На откровенные эфиры приходят по 170 человек на эфир обычно. Вот, философские эфиры потом набирают небольшое количество просмотров, зато тут собираются такие люди, которые которым в самом деле интересна вот философская какая-то тематика, ну как философская, насколько я это могу озвучить, да, я не считаю свои рассуждения какими-то там мегафилософскими, скорее такими, ну такая диванная философия, да, пусть так это будет звучать. Руны начнем. Когда-то начнем. Вот, может быть, руны и начнем. Потому как пока я вам не пообещаю, что запущу... Пока я не запущу эфир, руны я начать не смогу. А как только я запущу эфир, тут же начну руны. То есть, самое главное себя заставить. Вот. Только если это не эго говорит. Так, кто ж его знает. Понимаете, если вы про меня, да... про эго, то я так скажу, эго это тоже часть человека, и к нему тоже надо прислушиваться, но с ним нужно взаимодействовать, а не поддаваться ему, не подчиняться полностью. Поэтому эго это тоже часть человека, а мир это как раз гармоничная личность, которая и состоит из эго, из подсознания, из личности, из сознания, из чего там оно только, как это, из чего же сделаны наши мальчишки, да, сделаны наши девчонки. Это ответ Льву. Ну, хорошо. Но, тем не менее, это не отменяет всего сказанного, да, что человек, его эго это тоже часть человека, да, как вот ваш палец это часть вас. Ну вот ваши действия это то, что остается после вас, после действия эго тоже. Ну вот рунам, аплодируют рунам. Посмотрим. Может быть руны в самом деле. Будут ли у вас эфиры про сочетание карт? Смотрите, про сочетание карт... Я не особый поклонник сочетаний карт. Я поклонник раскладов, которые надо использовать под вопросы. Как-нибудь я запущу эфир про сочетание карт, возможно, где озвучу, по какому принципу я ими пользуюсь. Вот. Тогда вы поймете, что сочетание карт это далеко не главное, что нужно. Руны, да. Спонсор за руны. Про триплеты хотелось. Триплеты, окей, может быть триплеты. Вот разберу триплеты. Тогда давайте так. Я не могу обещать, но неплохая мысль, в принципе, разобрать триплеты. И там я упомяну, какие еще расклады можно пользоваться и по сочетанию карт и прочее. Давайте в воскресенье попробуем встретиться на тему триплетов. Возможно, вам понравится. Вот. Добренько. Давайте будем заканчивать на сегодня, потому как уже почти 2 часа. Горло у меня уже начинает сдавать понемножку. Несмотря на чай мятный. Я вот всем советую, кстати. Мятный чай это очень крутая штука. Оно и пищеварению помогает, и вкусно. Если привыкнуть, конечно. Да?
Вот. И, в принципе, горло освежает. Вот такие дела, пироги, вот такая система. Ну что, поздравляю вас с завершением цикла. 22 лекции по смыслу жизни. Я считаю, что это, ну, определенно какой-то результат. Вот. Что-то придумаем дальше, само собой. Может, не такое пафосное, как смысл жизни, но чтобы было о чем поговорить. Добренько. Всем спасибо за сегодняшний эфир, за ваши вопросы. Отличные вопросы. Мне очень нравится с вами проводить эфиры, потому как вопросы вы задаете нужные, полезные. Всем спасибо за лайки, спасибо за комментарии, ну, за поддержку. Огромное спасибо во время эфира. За спонсорство тоже отдельная благодарность. Ну, увидимся когда? В четверг мы увидимся с вами на Монаре, да? У нас еще Монара. Вот, и в воскресенье, суббота или в воскресенье я еще решу, как правильно сделать очередной откровенный эфир. Всем пока.